Всем привет! Рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня предлагаю приготовить популярный торт Карпатка, который покорил многих своим невероятным вкусом. Список всех продуктов вы сможете найти в описании под этим видео. Начнем с приготовления заварного крема, так как ему нужно время, чтобы остыть. В сотейник вбиваем 2 яйца, всыпаем 130 граммов сахара и 40 граммов кукурузного крахмала. Если нету крахмала, его можно заменить на такое же количество муки. Все хорошо перемешиваем венчиком до однородного состояния. Затем вливаем 500 граммов молока, немного перемешиваем и ставим на средний огонь. Как приготовить заварной крем более подробно я рассказываю в отдельном видео, которое есть на моем канале. Ссылку на него оставлю в описании, можете зайти посмотреть, там я рассказываю более подробно. Ну а здесь быстро и коротко. Постоянно помешивая, увариваю крем до загустения. Когда он уже загустел, продолжая интенсивно помешивать, провариваю еще около минуты. Затем снимаю с огня и пока он еще горячий, добавляю 1 чайную ложку ванильного сахара и перемешиваю до его растворения. Должна получиться вот такая гладкая и однородная масса. Затем переливаю его в другую мисочку, накрываю пищевой пленкой и оставляю остыть до комнатной температуры. Также для крема понадобится 150 граммов теплого сливочного масла, поэтому его я заранее достаю из холодильника. У меня в заморозке было немного вишни, и я решила добавить ее в торт. 100 граммов вишни кладем в сотейник, всыпаем 1 столовую ложку сахара, ставим на средний огонь и периодически помешивая, ждем, когда она разморозится и пустит сок. Отдельно соединяем 1 чайную ложку с горкой кукурузного крахмала и 2 столовые ложки холодной воды. Все хорошо перемешиваем. Когда вишня разморозится и появятся первые признаки кипения, вливаем крахмал с водой и увариваем до загустения, при этом постоянно помешивая, чтобы ничего не пригорело. Вишневую начинку перекладываем в мисочку, накрываем пищевой пленкой и оставляем полностью остыть. Теперь приготовим заварное тесто для коржей. В сотейник вливаю 70 граммов воды, 70 граммов молока и 60 граммов сливочного масла. Сюда же добавляю немного сахара и немного соли. Ставлю на средний огонь и подогреваю до полного растворения масла. И как только масло полностью растопилось, всыпаю 100 граммов просеянной муки. И теперь, постоянно помешивая лопаткой, завариваем тесто, пока оно не соберется в комок. Затем, продолжая замешивать, провариваем на среднем огне около 2 минут, чтобы ушла лишняя жидкость и тесто стало однородным. Перекладываем тесто в миску и вот таким образом распределяем по бокам тонким слоем, чтобы оно быстрее остыло. На это уйдет примерно 1-2 минуты. И когда к тесту уже можно дотронуться, оно должно быть такое слегка теплое, можно добавлять яйца. Их количество у вас может отличаться,
поэтому добавлять их лучше по одному и каждый раз хорошо перемешивать. После того, как вмешали одно яйцо, добавляем второе и вымешиваем тесто. Сначала тесто пойдет такими хлопьями, это нормально. Когда яйцо вмешается, оно станет однородным. Добавляю третье яйцо и хорошо перемешиваю. После каждого добавления яйца проверяем. Готовое тесто должно спадать таким плотным комом и при этом оставлять клювик. Посмотрите, вот так должно свисать готовое тесто. Если у вас такого нет, значит добавляйте еще одно яйцо. Но здесь главное не переборщить. Тесто не должно быть слишком жидким. Для выпечки я буду использовать две разъемные формы диаметром 22 см. Застилаю дно фольгой или можно пергаментом. Стенки ничем не смазываю. Если у вас только одна форма, то выпекайте в два подхода. Такое тесто может подождать. Делю тесто на две равные части, выкладываю в формы и распределяю ровным слоем. Если вы не уверены в качестве своего пергамента, то лучше дополнительно смажьте его тонким слоем растительного масла. Духовка у меня уже разогрета до 190 градусов. Ставлю выпекаться на 15-20 минут. И вот так коржи выглядят после выпечки. Они должны хорошо зарумяниться. В моей духовке они выпекались 20 минут. Достаем из формы и даем полностью остыть. Сливочное масло комнатной температуры взбиваем миксером до светлого и пышного состояния. Еще я предлагаю окунуться в детство и приготовить вкуснейшие песочные колечки с арахисом. Очень нежное и рассыпчатое песочное тесто, а сверху хруст поджаренного арахиса. Рецепт уже есть на моем канале, ссылку оставлю в описании под этим видео. Масло уже заметно посветлело, и теперь постепенно добавляем заварную основу. И каждый раз хорошо перемешиваем миксером, но недолго. Как только вмешалась одна порция, сразу же добавляем следующую. В итоге должен получиться вот такой однородный крем. У меня коржи уже остыли, и теперь можно собирать торт. На подложку кладу первый корж. Чтобы торт получился ровным, оборачиваю его ацетатной пленкой и надеваю разъемное кольцо. Немного прижимаю неровности и выкладываю крем. Так как сегодня я решила добавить немного вишни, я выкладываю примерно половину крема, разравниваю его и кладу вишневую начинку в середину. И ее тоже немного распределяю. Выкладываю вторую половину крема. Накрываю вторым коржом. Немного его прижимаю, чтобы он приклеился. И затем торт необходимо убрать в холодильник минимум на 3 часа, чтобы крем хорошо застыл и держал форму. У меня торт простоял в холодильнике ночь. За это время крем отлично схватился. Снимаю кольцо и убираю пленку. Осталось его посыпать сахарной пудрой и можно пробовать. Торт получается невероятно вкусным и в меру сладким.
мягкие пропитанные коржи, нежный крем, который по вкусу напоминает мороженое, плюс кислинка вишни отлично дополняет вкус торта. Как вы уже убедились, готовится он очень просто, поэтому сохраняйте рецепт, делитесь с друзьями и обязательно напишите свое мнение об этом рецепте в комментариях. А в шапке моего канала указана почта, куда вы можете присылать свои результаты. Также на моем канале каждую неделю выходит новое видео простых, домашних и вкусных рецептов. Обязательно переходите и подписывайтесь. Я желаю вам приятного аппетита и удачной готовки!